Ну что, вдарим сатанину на полную? Сегодня перевернутый крест активно продается как символ антихриста. В одном наборе с перевернутой пентаграммой. Но все ли так однозначно? Где тут сатана, а где тут крест Святого Петра? Давайте разберемся. Небольшая справка про обычный крест. Первые христиане 1-3 веков крест, мягко говоря, не афишировали. Ну потому что распятие — это не символ веры, а самая позорная казнь Римской империи. Поэтому ранние верующие использовали скрытые символы. Рыбку, монограмму Христа, агнец или якорь. Реалистичное распятие с телом Христа появляется только в IV веке, после того, как император Константин легализует христианство. И вот тогда крест резко меняет статус. Из орудия казни он превращается в символ победы над смертью. И, что важно, никаких древних символов за ним не стояло. Это просто крест, просто распятие, виды которых в Риме были разными. Самый распространенный — Т-образный крест, на котором по традиции казнили Иисуса. Но были и другие варианты. Обычный столб, классический крест или даже X-образный. Если бы все сложилось иначе, христиане бы сегодня носили на шее не крест, а букву X. Но этот вариант достался апостолу Андрею, отсюда Андреевский крест. Теперь переходим к нашему любимому перевертышу. С IV века это символ апостола Петра. Согласно преданию, в 67 году нашей эры, во времена императора Нерона, Петр был распят вниз головой. И, внимание, по собственной просьбе, он считал себя недостойным умереть так же, как Христос. Более того, Петр считается основателем католической церкви, а значит, его символика, включая перевернутый крест, встречается в храмах, скульптурах и даже в оформлении папского престола. Но как же так случилось, что перевернутый крест стал символом антихриста? Имеется теория, что во время конфликта католиков и протестантов переворачивание крестов символизировало хуление и надругательство над символом. Относительно четкое понимание, когда же начали переворачивать кресты как знак хуления христианства, появляется на границе 18-19 веков, во время французской революции, когда церкви разграбляли и превращали в храмы разума. И вот тут мы подбираемся к истине. Четкая взаимосвязь перевернутого креста и дьяволопоклончества впервые появляется в романе «Лабаз» 1891 года. Автор Жорис Карл Гюйсманс описывает черную мессу, на которой участники носят облачения с перевернутыми крестами. Персонаж доктор Жоаннес был основан на Эжен Вентра, французском мистике 19 века, который включил крест Петра в свои литургические одежды. Ну и наступает 20 век, когда в 1968 году вместе с рождением ребенка Розмари на экранах рождается и перевернутое распятие как символ дьяволопоклонничества. А фильм «Экзорцист» 1973 года закрепляет и утверждает перевернутое распятие символом сатаны. Кстати, церковь сатаны Лавея не эксплуатировала перевернутое распятие, потому что для образованной аудитории символ все еще ассоциировался со Святым Петром. И вот, начиная с фильмов ужасов, различные блэк-метал группы начали использовать перевернутые кресты для иллюстрации своих альбомов. Поп-культура все это, конечно же, подхватила, переварила и начала ассоциировать перевернутый крест с сатаной. Вот такая вот история перевернутого креста. С вами был Богдан Дашков.